Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня я буду шить юбку на резинке. И для того, чтобы шить юбку, я уже приготовила здесь все, что мне необходимо для этого. Я буду шить юбку из хлопка. У меня есть две расцветки, так как юбка будет двусторонняя. С одной стороны она будет розовая, с другой стороны вот такая серенькая в звездочку. Внизу юбки я хочу пришить вот такую тесьму. Также мне нужен фломастер, ножницы, сантиметр, иголки и вот такая резинка толщиной 2 сантиметра. Юбку я буду шить для своей дочери, и я уже сняла такие мерки, как обхват бедер и длина самой юбки. И теперь я буду строить выкройку сразу на ткани. Построить выкройку юбки очень просто, так как это будет два прямоугольника абсолютно одинаковой величины. Если вы будете шить только из одной расцветки ткани, то вам необходимо выкроить только один прямоугольник. Для этого мне нужны такие размеры, как обхват бедер, я умножаю на 2 и добавляю 2 сантиметра на припуск. И длина юбочки, я беру длину юбки и добавляю 1 сантиметр внизу на припуск и 7 сантиметров на резинку вверху. Теперь рисую прямоугольник и вырезаю. Я уже вырезала две полоски. Они у меня сейчас вот в сложенном виде вот здесь лежат. И это уже у меня такие заготовки для моей юбки. Теперь я буду пришивать тесьму. Беру одну половинку юбки, один отрез вот такой и прикладываю сюда к лицевой стороне. И полностью по всей длине пришиваю тесьму. И вот так вот по краю, по всей длине пришиваю тесьму. Вот таким вот способом. И тесьмой буду пришивать вот такой лапкой для вшивания замков. И вот так вот я уже пришила тесьму. Здесь в конце я не дошиваю 1 сантиметр, оставляю для припуска. И в начале тоже я отступила 1 сантиметр и начала пришивать тесьму. Теперь я беру одну часть юбки, ложу ее лицом наверх, а сверху ложу вторую половинку, лицом сюда вниз, получается лицом к лицу. И вот здесь по всей длине, вот тут с краю, вот здесь вот с краю полностью по всей длине буду сшивать на машине. Получается, бубончики у меня будут вот здесь вот внутри. И вот так вот у меня получилось. Здесь между двух расцветок ткани у меня вот вшита тесьма. Старайтесь как можно ближе сюда вот пришить, чтобы не было видно вот этой белой тесьмы самой. Чтобы были только вот бубончики. Теперь с одной и с другой стороны загибаю сюда вовнутрь на 1 сантиметр. И заглаживаю утюгом вот так по всей длине. И точно так же с другой стороны. И с этой стороны тоже сюда вовнутрь на 1 сантиметр подгибаю и проглаживаю утюгом, заглаживаю по всей длине тоже. Можно предварительно нарисовать полосу и по ней уже подгибать, чтобы было все ровно. И я уже вот так подвернула сюда вовнутрь и загладила утюгом. Здесь это место, где у меня вот будет кулиска.
Теперь я складываю один конец юбки с другим вот так сюда лицевой стороной вовнутрь, чтобы вот этот шов тоже здесь вот совпадал посерединке. И вот здесь вот по краю прокладываю строчку. Сшиваю, получается, один конец с другим. Теперь заворачиваю один слой в другой, вот так вот. Теперь отсюда сверху отступаю 5 сантиметров, буду делать кулиску. И вот по всей длине, по всей окружности юбки начерчу линию на расстоянии 5 сантиметров от края и проложу по ней строчку. Так как на кулиску я закладывала 7 сантиметров, 2 сантиметра у меня ушло на подгибку. Вот здесь 1 сантиметр, и здесь тоже по краю будет идти строчка. И потом в эту кулиску я буду вдевать резинку. И прежде чем прокладывать строчку, я сколю иголками один слой с другим. Я наметила уже линию и теперь проложу по ней строчку. Я уже проложила вот здесь строчку по всей окружности. Теперь мне осталось прошить вот здесь вверху по краю на расстоянии 0,7 от края. Для того, чтобы вот этот срез, который внутри, вот этот, он остался у меня внутри здесь в кулиске. И оставляю небольшое отверстие для того, чтобы потом продеть сюда резинку. Мне осталось продеть резинку в кулиску и зашить отверстие. И моя юбка будет готова. Я уже продела резинку, теперь сшиваю ее и зашиваю вот здесь отверстие. И вот такая у меня получилась юбочка. Сейчас иду мерять ее на Сашу. На этом все. Если понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Будут вопросы, пишите. Всем пока!